Ну вот, сейчас перейдем к теории. Я расскажу, что же будет происходить с каким-нибудь телом, которое просто берут и бросают вверх. Ну вот. Ну давайте нарисуем. Скажем, землю. Это может быть не только земля, поверхность стола. Ну, проще всего, как будто бы это ладонь, на которой находится какое-нибудь тело. О. Вот. Раз, я его сейчас буду бросать вверх. Хорошо. Итак, что же у нас получается? Вот какой-нибудь шарик, которому мы сообщили какую-нибудь начальную скорость. Смею заметить, что как только шарик оторвется от земли, от ладони, от поверхности стола, от поверхности скамейки, от чего хотите, да? Вот. Между этим телом, шариком, между ладонью, скамейкой, землей нет никакого, будем говорить так, взаимоотношения. Все. Есть земля, которая будет все время не давать нашему шарику улететь куда-нибудь в космос. Будем говорить так. То есть, как только шарик оторвется от Земли, на него будет действовать только лишь одна сила, которая называется сила тяжести. Сопротивлением воздуха и вообще каким-нибудь сопротивлением, которое мешает шарику двигаться, мы пренебрегаем. Нет этого. Вот так. Ну а раз сила тяжести действует, а любая сила — это причина ускорения, значит, ускорение свободного падения, вектор ускорения свободного падения будет всегда направлен вниз. Все, договорились. Итак, это у нас Земля. Шарик начал подниматься вверх. Как он будет двигаться? Ну, естественно, он не будет ускоряться. Он не будет двигаться равномерно, потому что на него действует сила тяжести. То есть, он будет замедлять свое движение, замедляет, и в конечном итоге доходит до наивысшей точки подъема. Вот, допустим, это наивысшая точка подъема, и наш шарик поднялся на максимальную высоту. То есть, это у нас максимальная высота. Так. Хорошо. Давайте дальше будем думать. Так, он поднялся на максимальную высоту. А какова скорость здесь на максимальной высоте? Скорость здесь будет равна нулю. Он остановится, а потом уже будет падать. Свободное падение потом будет. Кстати говоря, когда он будет подниматься вверх, это тоже будет называться свободным падением. Почему? Да потому что по определению свободное падение — это такое движение тела только лишь под действием силы тяжести. Все. Движение тела только под действием силы тяжести называется свободным падением, поскольку мы заранее договорились, что сопротивлением воздуха мы пренебрегаем, нашему шарику абсолютно ничего не мешает как бы подниматься вверх, значит, на него кроме силы тяжести ничего не действует. А раз ничего не действует, это тоже будет свободное падение. Но это так к слову. Итак, на самом верху, на самой максимальной высоте, на которую поднимется шарик, скорость становится равна нулю. Ну все, хорошо. Теперь самое главное. Как правило, для того, чтобы решить задачу, мы должны выбрать направление оси. Какое оно будет положительное? Естественно, поскольку шарик поднимается вверх, есть два варианта. Либо выбрать ось вверх, либо выбрать ось вниз.
Вопрос, что легче, что проще? Конечно, выбрать ось вверх. Почему? Да потому что шарик-то поднимается вверх по направлению движения. Что происходит? Скорость векторная величина. Ускорение свободного падения, как и ускорение, это тоже векторная величина. Поэтому все, что будет смотреть по направлению оси, будет положительно. То, что против, будет отрицательно. Просто. Ну все, давайте с вами запишем первую формулу, которую мы знаем. Для того, чтобы найти скорость любого тела, когда оно движется равно ускоренно, нужно к начальной скорости прибавить произведение ускорения на время. Вот так. Но в нашем-то случае что получается? Скорость будет равна. Начальная скорость есть? Есть. Дальше смотрим. G. Это ускорение, да? Но оно направлено вниз. Против оси, значит минус. Ускорение обыкновенное мы заменяем на ускорение свободного падения минус GT. Все. Разговор окончен. Так. Допустим, во всех этих задачах же мы принимаем как за 10 метров на секунду в квадрате. Все. Вопрос. Скажите, пожалуйста, если я бросил, скажем, тело с начальной скоростью 30 метров в секунду, то какова будет скорость через 1 секунду? Тут 30, правильно? Тут 10, 10 на 1. 10, 30 минус 10, через 1 секунду скорость будет 20 метров в секунду. А через 2 секунды, если я бросил со скоростью 30 метров в секунду, сколько будет? 30. Минус 10 умножить на 2, поскольку 2 секунды. 30 минус 20 будет 10. А через 3 секунды? А скорость-то будет равна нулю? О! А что это произошло? Означает, что через 3 секунды тело как раз и достигло самой наивысшей точки. То есть дальше оно уже не полетит. Дальше оно будет только падать. Значит, для того, чтобы найти время подъема, вот, время подъема, да? Подъема. Вот, что мы говорим? Вот скорость будет равна нулю? Да. А тут я напишу время подъема. Ну, решая это несложное уравнение, получаем, что для того, чтобы найти время подъема, сколько времени тело будет подниматься вверх, нужно начальную скорость поделить на ускорение свободного падения. Все, получили какую-то формулу. Время подъема. Ну, давайте в уме быстро решаем. Так, если я бросил тело со скоростью 40 метров в секунду, сколько оно будет подниматься? 4 секунды. А если я бросил тело вверх со скоростью 50 метров в секунду, сколько оно будет подниматься? Оно будет подниматься 5 секунд. Почему? 50 поделить на 10 будет 5 и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если я знаю начальную скорость, я сразу же могу определить, сколько времени будет тело подниматься. Например, если я бросил тело со скоростью 38 метров в секунду, значит оно будет подниматься вверх 3,8 метров в секунду и так далее, и тому подобное. Ну вот, время подъема нашли, первая часть моего объяснения. Будем говорить так, первая часть моего объяснения закончена. Спасибо за внимание.